Доброе утро 7 мая. Хочу показать прикол интересный. Вот у меня на соседнем доме живет белочка. Что-то вышла с утра по делам, видимо. Кстати, белочка живет не только такая, но еще и у хозяйки этого дома тоже в голове живет немаленькая белочка, потому как она постоянно выходит через вот это вот окно. То есть она ставит туда стремянку, и входы-выходы из дома у нее происходят только через окно. Там вход вообще полностью заросший, короче, не пользуется она ним. А у белки гнездо вот там вот вверху получается, вот здесь где-то. Вот она походу туда пошла, а может и нет. Вон она. У нее там даже еще и вторая белка бывает, гости приходят или живут они вместе, не знаю. В общем, гнездо у нее под крышей, и она гоняет туда-сюда. Ну, а у этой тети фиг его знает, что за заболевание, но так она вроде мирная, ничего не гонит, здоровается иногда, там сидит на балконе, бывает. Да и на улице так вижу. Но интересно, когда она за покупками ходит, то есть она сначала эту телегу свою огромную вытаскивает, потом, короче, сама вылазит. В общем, приколы такие. Как в песне у Наутилус Помпилиус было. Я знал одну женщину, она всегда выходила в окно. И вот теперь я знаю одну женщину, которая всегда выходит в окно. Хочу сказать пару слов о работе немецкой почты. Здесь без почты никуда, и все, что там, любые документы, приглашения на термины, там в джоб-центре, все это приходит обязательно по почте аналоговой. И такая ситуация интересная. Вот это письмо отправлено было 25 апреля. Сегодня, на минуточку, 7 мая. Получила его вчера, 6. То есть, как так? Это по городу, можно сказать, джоб-центр отправил это письмо, и вот оно ко мне шло, да, сколько, больше 10 дней получается. И самое прикольное, что я там в прошлом каком-то видео говорил, что жду приглашения на термин к оператору своему в джоб-центре. И вот я его получил в этом письме, и оно на 12 мая. Ну хорошо, хоть я его не 13 получил, да, у меня есть несколько дней, но беда в том, что я был же в больнице, там, когда, позавчера, да, и тоже мне на 12 мая дали термин на анализы. То есть я сейчас буду в этой больнице переносить. На тот момент, если бы письмо это пришло, конечно бы я сразу взял термин адекватный. Вот так вот на ровном месте получается проблема из-за того, что в Германии порядок, письмо по городу идет больше 10 дней. Такие дела. Причем, что я параллельно заказал у дядьки одного шорты себе андер на лето. По-моему, наверное, даже позже, чем 25 апреля, и тоже получил их вчера. Так это они шли там по Германии, где-то вообще с другого конца, наверное. Такие дела. Имейте в виду, в Германии порядка нет. Не знаю почему, но как-то так сейчас. Может быть, очень много приезжих, и они размыли этот порядок немецкий, который был. А может быть, это просто миф, который уже давно сам по себе неправда. Иду на политику. Удалось мне разрулить момент этот с терминами. В письме от Джоба был телефон оператора. Оказывается, он у нас с женой один и тот же, и он русскоязычный. То есть я позвонил и так и сказал, что у меня термин к врачу, не можем ли мы перенести. Плюс я вдруг вспомнил, что я же еще не знаю результатов своего экзамена по языку. И оператору, наверное, важно как бы понимать, да, там мои дальнейшие планы, исходя из того, имею я сертификат B1 или нет. Ну, в общем, такую. Она говорит, ну, сертификат то такое, не главное, мол, а вот термин к врачу, это прям серьезно. Я такой, ну, отлично. В общем, на конец месяца мы перенесли, так что одной проблемкой меньше, слава богу. Кстати, с утра проснулся, зашел в Телеграм. Новости, конечно, не очень радуют. Индо-пакистанский инцидент у нас, как у Высоцкого прям, да, в песне. Очередной, там, не знаю уже какой это по счету будет в истории. Высоцкий еще пел, наверное, в 70-х годах, лет 50 назад, об таких инцидентах. Но сейчас-то уже ядерное оружие, и все как бы немножко беспокоятся по этому поводу. Ну, мне что-то подсказывает, что там все закончится более-менее нормально, и я думаю, в пользу Индии. Мне кажется,
что Пакистан, что Индия там наглухо инфильтрованы западными разведками. Поэтому хоть даже сейчас эти разведки, может быть, и не блещут особо там какой-то своей яркой работой, но мне кажется, такую важнейшую тему, как атомное оружие, они могут контролировать. Поэтому я думаю, Индия там свои какие-то интересы сейчас отстоит или порешает, и как-то это все поутихнет. Но не совсем уверен. Одногруппники мои поехали. Вот, ну, такой прогноз. Я ничего не понимаю в геополитике глобально, но что-то так вот на уровне интуиции думаю, что закончится, дай бог, это более-менее нормально. Кто там любит говядинку? Вот она. Настоящая немецкая говядина. Правда, еще пока бегает. Я сам люблю коровок, честно говоря. Говядину, правда, тоже люблю. Но, как бы, что поделать. Совсем я не веган. Не мое это. Нету желания перестать их кушать. Да и особого желания, что прям их забивать и есть, тоже нету. Это я так больше для прикола говорю. Вот. Иду сейчас после обеда гулять. И уже иду с пауэрбанком. Маленький взял, 20-тысячник. Ну, он, конечно, так себе маленький, но тем не менее. Я его тоже взвесил, кстати, весит он что-то 450 или 430 грамм. В общем, не так уж мало. Значит, почему иду с пауэрбанком? Потому что вчера, допустим, уже такой был инцидент и раньше, что я ограничиваю себя в записи каких-то приколюх, много вижу интересного, красивого и не могу снять, потому что сядет телефон. Ну, уже там на 1% я прихожу второй раз домой. Маленькие там совсем бегают, ё-моё. Такие вот красавчики. Ну да, так вот посмотришь и хочешь стать веганом сразу. Какая милота, ну. Вон они головами уперлись. Сейчас будут бодаться. О, этот покрывать сразу собрался. Что же вы творите? Тут же дети, а? Ну ладно. И те малые что-то намеряются такие, типа, головами. Милахи. Красавчики. Эх, ладно. Да, ну, в общем, вчера, допустим, был эпизод. Во-первых, озеро классное пропустил. Как-то Киштайх на немецком. Не знаю, что это означает, Киштайх. Ну, в общем, такое озеро, купаться в нем можно было и все такое. Там лавочки, такое облагорожено. Можно было бы снять красивое. И фото там поделать тоже можно было. Я бы не против сохранить в своем альбомчике их. Вот. И потом еще позже встретил пару интересных. Спасибо мне сказали за то, что пропустил велосипедиста. Можно было, как говорится, не благодарить. Встретил пару интересную. И самый прикол в этом то, что я понял, что они не немцы, еще идя сзади, вот как наверное, до того велосипеда. Иду я уже почти там домой дохожу. Осталось, что пару километров, наверное. И впереди идет пара. За ручки держатся такие. Я сначала обратил внимание на девчонку. Ну, скажем так, засмотрелся на фигуру. Ну, по естественным причинам природным. И потом думаю, посмотрю и понимаю, что-то не так в этом. То есть я вижу, что девчонка достаточно молодая. Весьма, как бы, неплохо одета, аккуратно. Как бы видно, что там волосы ухожены уже там ближе, я ж темп мой выше, чем их, и парень тоже так одет, тоже адекватно, короче, как-то и по самой одежде, по сочетанию, там, по всем этим моментам, я понимаю, что, ну, это точно не немцы, короче. Но думаю, славяне, не славяне, ну, вижу точно, это не восточные, не турки, там, никто, вот, потому что цвет волос там такой, типа, каштановый. Ну и думаю, сейчас как бы, может они разговаривают, я услышу по голосу. Я их уже обгоняю, и слышу действительно, пацан на украинском говорит, девчонки что-то там про машины рассказывают. Ну и она ему отвечает. Ну я как бы первый раз сначала прошел мимо, ничего не говорил. Вот такой он бежит. Ничего не говорил. И потом они меня догоняют уже на светофоре. Я нажал, стою, жду, короче, пока они подойдут.
Думаю, сейчас заговорю. И как раз, короче, только они подходят и переключаются, надо идти. И я что-то растерялся, в общем, постеснялся. Опять проморозился, пошел дальше. Ну и в итоге уже я там прошел через кладбище, там, которое я в каком-то вот недавно бложике показывал. Типа срезая дорогу. А они обходили с другой стороны. И получилось так, что я открываю калитку и прямо на них практически вылетаю с той стороны. И я такой им раз там на украинском что-то типа, як ви мене обігнали? Они такие, опа, в шоке, типа, что за фигня? Я говорю, я почувствовал, что вы, говорю, типа, ну, наши еще давным-давно, когда там это, говорю, у вас не было такого этого. Она говорит, да не, типа, ну, что-то там сказали, короче. Ну, в общем, вот так вот мы заговорили. И там немного пообщались. Оказывается, они вообще парочка молодая, не знаю, им лет, мне так на взгляд показалось, что им лет по 20. Ну, наверное, ж побольше. Но тем не менее, они, в общем, пара дальнобойщиков. То есть катаются вдвоем, этот хлопец с девчонкой, как бы по сменам, да, как с напарником, типа. Вот, и я такой, как услышал это все, меня там понесло. Я одно время поглядывал, есть на ютубе пара дальнобой with girl in boy, что-то там, короче, в Америке. Ну, те такие постарше уже пара семейная, серьезная, матерая. Вот, они тоже катаются. Я когда-то задумывался об Америке, и там, соответственно, YouTube мне напихивал видео на эту тему всякие. Вот, и я сразу такой, опа, у вас есть что-то канал, там, типа, туда-сюда. Они здесь где-то стояли на Амазоне, или где-то, видно, на разгрузке-загрузке, и пошли погулять, типа, по городу посмотреть. Вот, они говорят, да не, ничего мы не ведем, ни соцсети, никакой медики. Ну, вот это там насчет этого зацепились. Я говорю, как так, ну, типа, почему вы так делаете? Во-первых, для себя сохранить кучу там воспоминаний, всего хорошего. Они там начали рассказывать, где они по Европе бывали, что видели, так сказать. Вот они говорят, да, ну да, как-то, ну мы что-то там хейта побаиваемся, типа нас и так там, типа все знакомые, они сильно, как бы, ну, короче, в общем, не хотим вот этого всего. Говорю, ну, зря вы, типа, мол, пишите, снимайте в стол там или как-то потом решите, опубликуйте. Они говорят, ну да, мы там что-то там по мелочи снимаем. В общем, я там своими YouTube успехами поделился немного. Вот, ну, в общем, так поговорили. И что мне больше всего в этой ситуации понравилось, кстати, это то, как я моментально, то есть в голове вот тумблер класснул. У меня с украинским языком довольно такие, ну, интересные отношения, непростые, скажем так. И я, блин, четко с ними проговорил, вообще классно, без всяких там русских слов, там без суржика почти, в общем, по красоте. Ну, это правда, потому что я как бы недавно только опять на русский вернулся, а года два я, наверное, разговаривал на украинском, и все лучше и лучше и лучше. Я же говорю, у меня совсем непростые отношения с ним, в том плане, что я его... Ну, я сейчас попытаюсь вкратце, блин, я там что-то уже наснимал. Ну ладно, пока дорога хорошая, ветра нету, надо писать. Получается, я всю жизнь разговаривал на русском, родился в семье, в которой, ну, на суржике там мои родители говорили. Жил я в Изюме практически всю там жизнь свою с 5 лет до 17 прожил в Изюме, это Харьковская область, город, по сути, ну, русскоязычный там в основной массе. Вот, я, соответственно, в школе там с друзьями, пацанами всегда на русском говорили. Вот, в семье, наверное, на суржике. Я вот вообще, честно говоря, как-то не могу припомнить этот момент, как я вообще в семье разговаривал. Ну, или на русском, или на суржике. Ну, я же говорил там где-то раньше в видео, что у меня такой период молодости был вот этой подростка, что я там смутно помню пару лет вообще. Вот, и получается, потом же я учился в Харькове, тоже в русскоязычной, в основном с русскоязычной публикой общался там своими одногруппниками и так далее, там в общаге, в общем, такое. Соответственно, жена у меня тоже с Днепропетровской области, русскоязычный регион. И как-то вот всю жизнь, ну и потом уже, когда я женился, и дети там наши, все мы на русском разговариваем. Но при этом я как бы книжки читал, типа всю жизнь там и на украинском, тоже в школьной библиотеке я много чего читал на украинском. Я всегда думал, что я знаю украинский язык. Типа, ну, типа пользуюсь им, когда или буду пользоваться, или пользуюсь тогда, когда мне надо. И там на какой-то работе я в командировке ездил на Западную Украину, там что-то разговаривал. Ну, вроде как бы мне казалось, что я все там типа понимаю. И тут, получается, отправляю я свою семью в Германию в начале войны. У нас там было жестко.
первые там недели, наверное, мы выехали из своего города в начале марта, там чуть ли там не 8 марта, наверное, и там уже у нас разносили фабами, блин, центр города, короче, ужас. И возле нас там ТЭЦ недалеко, я тоже где-то говорил, там самолет летал вечно, ее бомбил, короче, расфигачил эту ТЭЦ еще, когда это было, как говорится, не в моде, первые дни войны, жирю. Вот, и... Ну, в общем, мы напугались сильно тогда, особенно дети. В общем, мы решили выехать от греха подальше. У жены на Западной Украине родственники были в Черновцах есть. И поехали туда. В общем, приезжаем на панике такие, типа, как так? Ну, мы жестко перепуганы, типа, почему там все спокойно. У них даже, по-моему, не было комендантского часа на то время. Такие в шоке, почему вы вещи не собираете, надо что-то или ехать куда-то, или что-то типа воевать, ну, короче, такое. Они, да, типа, что, успокойся, ну, для них это еще была война как бы далекая. Я не знаю, как там сейчас, ну, явно, что поменялось, конечно. Вот, но на то время они с непониманием видели наши перепуганные лица. Да, ну, в общем, переехали мы туда, там буквально пару дней, все, определились, куда вывозить их, в общем, и отправил я, короче, за границу, а сам остался там, в селе у этих родственников, просто жил там несколько месяцев, пока у нас там более-менее не утихло, потому что наш город не захватили, но постоянно обстреливали его, короче, с соседнего. И так далее. В общем, было стрёмно там находиться, и не было никакого желания ехать. Как бы все мысли были о том, что как бы воссоединиться с семьей, тоже уехать. Ну, понятно, что уже тогда граница была закрыта, и на тот момент у меня с документами было не все в порядке, то есть я выехать не мог. И я же решил, типа, ну, рано или поздно, типа, все там надо было пооформлять по-человечески, короче. Я решил, что рано или поздно я же это сделаю, и надо сейчас, раз жена в Германии, и как бы надо, начала там учить немецкий же, думаю, надо и мне учить немецкий. Я занялся этим делом бодро, скачал эту сову, зеленую дуолингу, и давай же, значит, с ней штудировать немецкий. И что-то учил, но так оно мне, короче, не шло нифига. И потом как бы что-то там перспективы этого выезда, в общем, там настроение какое-то у меня такое было, ну, депрессивное, да, остался один и непонятно что, как, в общем, тяжело идет немецкий. Я такой думаю, блин, а что же это я свой, типа, старый мозг и не сильно умный насилую сразу вот таким вот, ну, чужеродным языком. Раз я нахожусь на западной, типа, и Бог велел мне взять, и тот язык, который, во-первых, политическая обстановка, да, русский не хочется говорить на нем, потому что, блядь, страна-оккупант напала. Во-вторых, есть язык, который я знаю, хоть и не пользуюсь. Типа я его сейчас в этот свой мозг, как говорится, включу, начну говорить или там, ну да, разговаривать на украинском. И, соответственно, как будет как зарядка некая для мозга, он поймет, как перестраиваться ему. И потом уже, как на украинский перейду, начну тогда браться за немецкий. Ну, вот такой вот глупый был план, не знаю. Вот, ну, это же все, я там продолжал дальше немецкий учить, но просто начал в быту разговаривать полностью на украинском. И вот только когда я начал, типа, вот эта идея мне в голову пришла, я попробовал первый день, я сразу же понял, что я вообще украинский знаю как бы очень плохо. То есть мне каждое слово подобрать там понадобится, ну, я не знаю, ну, очень много, там несколько секунд, я думаю, как его в голове перевожу с русского. В общем, я, как и вот большинство тех русскоязычных, которые думают, что они знают украинский язык, там нормально на фоне можем перейти и общаться. То есть большинство так людей говорит. Но по факту, когда приходится так делать, сталкиваются, я думаю, они с тем же, что и я. То есть не так уже я хорошо его и знаю. И мне там уже тогда стало просто принципиально. Я-то думал, я вот такой вот, типа, лингвист, ё-моё, знаю украинский. А по факту получается очень-очень плохо все у меня и тяжело идет. И тогда уже спортивная злость меня как бы взяла. И я решил, что все, я теперь буду говорить только на украинском, пока как минимум там не начну нормально разговаривать. И мне за себя не будет стыдно, значит. Ну и начал. И это что-то 22-й год, там же, я же говорю, начало было. Потом уже как бы я и в Германию передумал ехать, и немецкий учить, соответственно, никаких уже не было необходимости. Но я продолжал на украинском разговаривал. Все попереводил, технику, телефоны, компьютеры, все, короче, только украинский язык, никаких этих. Вот, и значит, так вот было, и уже я приехал в Германию, уже пошел на курсы. Там даже у меня пару одногруппниц было такие, которые прям на украинском, но с западным, скажем так, диалектом разговаривали. И вот я с ними там частично даже с теми, кто... бля... Сейчас прокашляюсь.
с теми, кто украинцы русскоязычные, я тоже на украинском говорил, они меня понимали прекрасно, в общем. И разговаривал так до тех пор, пока не почувствовал, что мне показалось, что немецкий мне плохо идет. Блин, сейчас воды попью, тут что-то вообще, блин, в горло попало и не могу. Да, и пока мне уже не показалось, не пришло в голову, что я немецкий плохо воспринимаю по причине того, что я вот, значит, говорю на одном, думаю на другом, типа по-русски. Я еще, так не дошло мне, что я прям чисто начал думать на украинском. Может, там уже серединка на половинку и было, но тем не менее, как бы все равно какие-то слова я даже вот спустя 2 года там в голове переводил, или какие-то мысли там были на русском языке, какие-то на украинском. В общем, полная смесь в голове была. Я вот думаю, а может в этом проблема, типа, а что если я, типа, третью ногу эту уберу, вернусь сейчас на тот, который, грубо говоря, у меня изначально с детства заложен язык, и уже, типа, используя его, попробую, типа, немецкий учить. Ну, это тоже так все было. Не то, что я там прям жопу рвал, чтобы выучить этот немецкий, не было такого. Ну, просто думаю, может, он легче пойдет. Вот. Это еще, по-моему, я тогда не знал, что нет повторов. То есть какие-то шансы у меня... Вернее, какие-то ожидания от немецкого были, и там думал, ну, выучу неплохо будет, вот, но... И, короче, не получилось так, как я себе мечтал. То есть 1 ноября я перехожу опять на русский. Там где-то нам объявляют, наверное, что повтора не будет. Я понимаю, что, ну и плюс там у меня в голове, как бы с моей больной ситуация не статичная, все время меняется. Я вот это весь в раздумьях, что, как дальше жить, где жить, в какой стране, что делать и так далее, что мне хочется, о чем я там могу помечтать. Или, ну, короче, вот такие все моменты психологические. Плюс я еще на русский возвращаюсь. И, соответственно, теперь же мне все равно пришлось вот после 2 лет украинского что-то там вспоминать этот русский, как-то перестраиваться, там, пока украинские слова изжились из него. Не то, что там специально, но как-то все так происходило, в общем, плавно, само по себе. Ух, я тут в лес уже зашел такой, да, серьезный. Вот, ну и вышло, что, получается, после такого, скажем, длительного, да, там пару лет разговора на украинском, я снова вернулся на русский, опять в этот русский вошел, но уже вот когда сейчас эту парочку повстречал, в голове что-то класснуло, я прекрасно с ними вообще на украинском говорил без всяких проблем. Теперь я могу точно сказать, что украинский я знаю. Вот в этот раз уже не так, как тогда в 22-м году, что вот надо будет, я перейду и проблем не будет. Нет, теперь вот сейчас я вижу, что да, скорее всего проблем не будет, потому как с ноября месяца вот, я им не пользовался, а тут когда понадобилось, я раз и включился. Вот так бы, блин, с английским как-то. У меня там было где-то в дублинском цикле видео, там вылетало тоже, я там девчонкам каким-то помогал перебраться через ограждение, и тоже у меня там английские слова повылетали из головы сами непонятно откуда. Было очень приятно, что в такой необходимый момент оно случилось. Но вот, допустим, когда я говорю, сейчас катаюсь по Европе, все равно надо что-то сказать, и я не могу эти английские вспомнить, мне немецкий лезет. В общем, вот такая история с украинским, поэтому даже не знаю, если там кто-то меня может увидит когда-то, тот, кто против русского языка, что могу сказать? Сейчас уже, вот сейчас, проживя тут больше года в Германии, как бы уехав из Украины и там переосмыслив, кто я, где я, зачем, еще не понимая всего этого до сих пор даже, да, но тем не менее я уже точно понял, что нация, народ даже, я бы сказал, национальность, языковая принадлежность, там территориальная, это все не про меня. Я, короче, от этих вопросов дистанцируюсь по одной простой причине. Не понимаю я логику того процесса, что вот я хожу сейчас в этом чудесном лесу немецком, и не понимаю, почему я должен любить украинский лес больше, чем вот этот немецкий, если вот он мне сейчас нравится. Да, я могу там испытывать, приезжая домой, там, или там было у меня много раз, когда я там в село приезжал, в котором мне было лет 10, в котором у бабушки моей рос, да, там, то есть вот это вот в душе трепет, боль там и какие-то хорошие ностальгические воспоминания, все это было, окей, это же как бы, это одно, да, то есть никто не мешает мне испытывать эти чувства.
Но почему вот кто-то заберет у меня там мое желание любить любую страну мира, там, или, блин, любой кусок земли, который я захочу, хоть пустыню где-нибудь в Сахаре, хоть, блин, в Антарктиде снег, хоть вот этот вот лес, блин. Почему я должен его любить меньше, чем тот лес, в котором я там географически родился и записан в паспорте? Ну, для меня это какой-то бред, я не понимаю этого. То есть это что-то такое от лукавого, блин, разделяй и властвуй, как говорится. Поэтому мое мнение в этом плане такое. Все мы люди-человеки, шарик этот наш, и я имею такие же права на любой кусок на нем, как и, блин, бурый медведь, я не знаю, на кусок леса. Поэтому, как говорится, все там мега-патриоты, которые все вот я это, блин, извините, ребята, я вас не понимаю. У вас есть, без сомнения, наверное, какие-то доводы, ну, с удовольствием их выслушаю, может, с какими-то соглашусь. Я же говорю, у меня кукушка такая, что сегодня я могу одно говорить, завтра вообще передумаю по-другому все и буду топить за еще что-нибудь. Ну, сейчас такие мысли, такие ощущения. Именно поэтому и завел этот дневничок, чтобы зафиксировать это все дело. Такие дела. Ладно, что-то я заболтался вообще. Это опять возле гольф-клуба я недалеко. Вдогонку хочу сказать, вот там последние мои слова о прошлом куске про патриотизм, вот это вот все. Я когда обедал сегодня, смотрел, ребята в гольф парят, когда обедал, смотрел видео на YouTube. Ну как, скорее слушал, я обычно так информацию с YouTube потребляю, слушаю ролики на двойке, на второй скорости. В основном зависим сильно от этой фигни. Это как вот это там старики от телевизора, так я приблизительно от ютуба. Только единственное, что они хавают то, что им дает государство в телевещании своем, там пропаганду эту всю, а я типа то, что мне интересно, нажимаю. Вот. И получается, что там было в этой передаче? Какой-то философ, тоже чувак в Германии, я так понимаю, сидит, не знаю вообще кто он, что-то мне пару роликов раньше подкидывал, и сейчас вот вылез. Ну я нажал. Там было что-то про чат GPT, типа как он убивает наше мышление и все такое. Ну, в общем, много интересных мыслей, скажем так, вообще не понимаю, для чего он их рассказывает этой публике, которая его смотрит. Там такие все старперы, как я, которые и так прекрасно понимают, что там чат GPT убивает, что нет. В общем, ладно бы там он сказал, что это он молодой аудитории ролик снял, и она что-то исправит там в своей жизни. Но, блин, даже если так подумать, короче, сейчас уже вообще ничего не будет понятно. Ну ладно, то есть я так вот себе думаю, если он рассчитывает на то, что молодежь что-то исправит, он тогда вообще нифига не философ, потому что даже для меня, дурачка, очевидно, что мир живет сейчас так, как и должно быть. То есть деградация, как на наш взгляд стариковский, это кажется деградация, а по факту это просто, наверное, естественный исторический процесс или какой-то природный, скажем так. Он идет своим путем, и как бы ничего ты не изменишь, хоть ты 800 роликов запиши, как плохо, блин, получать информацию от GPT, а не из книжки, ничего из этого как бы не выйдет все равно. Единственное, что может он там монету получит, это да. Вот, ну, общий смысл, который я там, даже не то, что общий смысл, а мысли, которая мне понравилась, и которая, наверное, есть правильная, скажем так. Вот там он в конце сказал, есть как бы консолидированное мнение многих ученых, там типа и всяких там профессоров и, в общем, деятелей научных, которое звучит так. Умение вдумчиво и глубоко читать формирует критическое мышление. А критическое мышление делает человека невосприимчивым к манипуляциям и в том числе потреблению пропаганды. Вот это вот такая простая мысль. Я так задумался, и я полностью с ней согласен. Я проанализировал там свое окружение, тех, кого я считаю, скажем так, подвластным всякой чуши пропагандистской и так далее, которые, ну вот видно, что они свое мнение формируют там из телека или из чего-то. Там, блин, ну что мы, о чем мы говорим? Допустим, там 99% российского народа, там какое-то большое тоже количество процентов украинского народа, до любого абсолютно народа, который смотрит телевизор, всему этому подвержены. И вряд ли они умеют, скажем так, вот это все глубоко и вдумчиво читать. Вот, поэтому тут я 100% согласен. Именно, может быть, потому что я с детства книжки люблю. Не знаю, насколько я их глубоко и вдумчиво прочитывал, но читал в свое удовольствие всегда. И сейчас, вот много лет уже я не читаю, но слушаю. Опять же, там на второй, а то бывает и на третьей скорости. От чтеца зависит. Но я слушаю все, что мне по кайфу. То есть заинтересовала тема, я раз и прослушал. Там от философии и до самого там галимого, я не знаю, детектива. Вот. Поэтому я так бы еще добавил в эту умную мысль, что
умение вдумчиво или как-то читать, я бы заменил на вообще умение что-то там читать в удовольствие, не по указанию там, а чего-то. То есть это уже и формирует как раз правильно, мне кажется, это критическое мышление. Ну, соответственно, я думаю, что оно у меня есть. Может, там правильное, но в форме неправильном, но я все равно как-то стараюсь информацию там анализировать и там как-то ее разбирать. Поэтому и такой я тошнотик, как вы можете видеть в моих видео. Вот, поэтому вот так вот. И я в связи с этим подумал о своих детях. У меня малые девчонки, они вообще в жизни книжек никаких не читали. Там, ну, может, там парочку, какую им там когда-то задавали, там, я не знаю, в школе, там, каких-то, может, там, детских. Ну, вообще именно не в кайф, а из-под палки. А в кайф они читали только аниме и мангу. И я все время там, ну, я, там, жена, там, все как бы думали, ну, блин, ну, что это за бред, как это можно читать. А сейчас я, блин, благодарен судьбе, что они хотя бы вот так вот читали. Понятно, что там это все пороки моего воспитания, скажем, которого не было, да, по сути, там и жены моей. Это да, не привили мы там любовь, могли бы попытаться и так далее. Ну, жена сама ничего не читала никогда, поэтому нечему удивляться. Вот, но факт в том, что я рад, что хотя бы они даже вот с кайфом читали тоже аниме, ту же мангу, ту же всякую эту китайскую, блин, вернее, корейскую бредятину и японскую, и хоть за это спасибо. То есть я даже уже постарше вижу, что ей сильно тоже так не поманипулируешь. Хоть она там и в Инстаграме залипает, и во всех этих ТикТок, по-моему, она не смотрит, но вот инсту, рилсы постоянно крутит. Я и как-то вижу все равно на ней, как откладывается вот эта моментальная информация, то есть листнула, отложилась, в голове какая-то мысль, никто ее не анализирует, критически к ней не относится, уже все как факт, типа там-то что-то там у нее вот это сейчас за феминизм такой период, она, короче, как вот этих бедных несчастных женщин унижали всегда, вот это у нее есть, то есть она критически к этому не подходит, но тем не менее есть какие-то вопросы, где видно, что она подумала, взвесила и приняла решение, что это, допустим, неправда, и это меня очень радует. За малую там 13-летку вообще не могу сказать, как бы с ней очень сложно все сейчас. Ну, тоже она читает, и я думаю, что как-то какое-то зачатки того же критического мышления, дай бог, заложится. Ну, а там посмотрим. Вот такие вот, блин, вставочки, конечно, бредовые. Ну, ладно. В общем, пришел я оттуда. Вот мне надо сейчас под мостом пройти туда. И я вот посмотрел, что за мост такой, думаю. Тут автобан фигачит. Я чуть зашел под этот мост и посмотрел, офигел, настолько он, короче, весь длинный. Да еще слова паразиты бы изжить, типа, короче, вообще было бы классно. Мост длинный, и под ним куча граффити всяких. И такие не самые плохие, мне кажется. Бывают и похуже. Нынешняя молодежь не сильно заморачивается с граффити и пишут, что попало. Ну тут вроде хоть какие-то эти зачатки таланта я углядываю. Я, правда, великий критик искусства, но тем не менее. Мне такие граффити глаз не режет. Как просто, блин, с баллона написи, вон типа Хазе. Хазе это заяц, насколько я помню по-немецки. Поэтому я сейчас немного здесь пройдусь и посмотрю. Я граффити такого плана полюбляю. Ну, не то чтобы такого прямо, но тем не менее. Сама тут атмосфера такая интересная, наркоманская. Сел передохнуть в таком месте интересном. Как-то галерея, что-то там хоф, в общем, двор какой-то. Такой резной портал, вход. И там квартиры, люди живут. Интересно, конечно. Такой он выглядит очень-очень старым. Тут такой даже сарайчик. Прям, ну никогда, вот сколько я в Германии, такого еще не видел. Прям состояние такое старое, разрушенное. Ну его там видно делают помаленьку. Но вообще выглядит прикольно. Ладно, двигаюсь дальше. Церквушка там интересная впереди. Такой вот тут камень. Это погибшие в Первой мировой, да, судя по всему? Ну да. Перечень фамилий и, видимо, из этого населенного пункта. Потом почитаю. Вон она сама, церковь на заднем плане. Какая-то очень крутая барочная церковь. Не знаю, если открыто, попробую зайти в нее посмотреть. Церковь открыта. Ну, посмотрим. Выглядит красиво.
Калитка открыта. Я думаю, двери тоже. Пойду ее по кругу посмотрю. И потом попробую зайти. Здесь же и большое кладбище при церкви находится. Ну, сравнительно большое, конечно. Для церковного, я думаю, не маленькое. Очень атмосферная церковь в середине. Посидел, помолился немножко высшей силе космической. Взял вот такую вот штуку. Я так понимаю, это в этом городке, в селе, что это поселке, можно посетить 12 мест, включая этот вот замок, в который я сейчас отправлюсь. 1200 там года с хвостиком, а церковь что-то около 1800-го. Барочная она. Ну, впечатляет, конечно, очень интересная. Ладно, пойду дальше. Пошел буквально от церквушки там 50 метров, увидел здание сгоревшее. Вспомнил, недавно у нас было на сайте городском, объявление, что случился пожар в этом районе, и просили помощи, кто что может там помочь у женщины. Это умер муж не так давно, и она с детьми там что-то осталась, и donation какой-то платформа, куда можно было сбрасывать деньги. Довольно быстро, оперативно, и набросали нормальную сумму, там что-то там полтинник, по-моему. Поэтому солидарность у немцев вполне на высоком уровне, и причем среди донатеров было очень много русских, украинских фамилий. Тоже, конечно, порадовало и удивило меня сильно. Вот уже и вход в замок. Это сейчас какой-то бутик-отель. Ну, там все, я так понимаю, не в замковом стиле, а в стиле фахверка. Я, кстати, тут пару дней назад в ролике называл фахверк Баухаусом, поэтому хочу исправиться. То был фахверк, Баухаус совсем другой стиль. Не знаю, откуда я его знаю по названию, но как-то у меня в голове они перемешались. Что за стиль этот Баухаус, я, честно говоря, затрудняюсь сказать. Но фахверк это вот. Ну, это тоже такой, с элементами, скажем. Красиво. Да, здесь парк такой. Заходишь, прям впечатляет. Красота. Что-то у меня такое настроение сегодня впечатлительное. Не, ну реально бомба. Очень круто. Там вот дядя наводит порядки в озеленении. Парк этот разбивался в 19 веке. Я немножко там сводку от Капроновой головы прочитал. В общем, история большая, бурная у этой штуки. Не прям там, что бурная, но достаточно интересная. Убили тут, когда эта штука была замком, убили какого-то, чуть ли там не короля немецкого. В общем, была какая-то война за наследство, и камень ему прилетел в голову со стен этого замка тогда. О, дают жизни уточки. Блин, очень красиво. На выходе надо фотографии сделать. Ну а сам вот этот
замок так называемый. И не скажешь, что замок, да, выглядит обычно. Ага, это, наверное, еще один. Потому как там писал GPT-шка, что он в стиле фахверка как раз. Возможно, то здание именно основное. Хотя странно, нет, явно приват. Вот так вот. Туда ходить мы не будем, а рецепция там. Ну, красиво. Ладно, пойду гулять. На этом здании указана дата 1777 год. Не знаю тогда, какое здание, 1200-го. Может быть, это просто перестраивалось, не могу сказать. Ну, выглядит так себе, как говорится, на любителя. Пойду посмотрю парк. Пошел я еще дальше пройтись. Посмотрю, где это все-таки здание находится, которое у меня на брошюре. Не знаю, может быть, вот там, вот где-то. Если туда можно идти, конечно. Вот такие красавчики тут ходят. Вы посмотрите на них, а? Да. Ну какой. Привет, дружище. А второй такой специальной штуки на голове. Может, его кусают мушки. Не знаю для чего. Ладно, красавчики, пока. Пойду я. И пахнет еще так прикольно силосом или чем-то таким подобным. Запах из детства, когда у бабушки ну, оно не ферма, а там при колхозе, короче, были тоже кони, овцы. В общем, колхоз. Он хоть тогда и разваливался, но тем не менее что-то еще оставалось. И этот запах помню. Помню, как овец стригли. Да и на лошадях даже порой раз катался. Конюхи там местные, дедульки катали нас пацанами. Да, моих детей, к сожалению, такая участь минула. А жаль. Ладно, побежал. Сегодняшняя моя прогулка — это, можно сказать, имитация моего путешествия. То есть я заходил в красивые места, сидел там, фотографировался, снимал, молился. В общем, смотрел все прикольное, шел по разным типам покрытий. И это очень похоже на то, что мне предстоит. Получается, вот сейчас 11 километров у меня пройдено и уже 2:42 по времени. То есть вот это уже похоже на реальные какие-то ходовые данные. Вот. Задержался я обычно 3 часа гуляю максимум, и там 15-ку прохожу, там, если так, на скорость, скажем так, вот вчера было. А здесь у меня получается мне до дома еще идти около часа. То есть уже выйдет как минимум под 4 часа. Ну, а что, лучше я сейчас узнаю приблизительно, как оно все будет выглядеть, нежели потом буду выбиваться из графика. Но я доволен сегодняшней движухой.
Вот этот замок там вдали. И церковь хорошая, и лошадки бомба. В общем, не зря гулял. Много, конечно, наморосил всякой ереси там в предыдущих минутах. Ну, ладно. Все же в голове оно у меня, поэтому пускай будет. Сколько хожу вот возле полей, постоянно вижу такие штуки. Вот решил подойти посмотреть, что это такое. Короче, похоже на засаду охотника. Вон там две доски чуть более светлые. Это получается лавочка вот так ложится. Ты сидишь там, закрываешь вот эту фигню. Она, я вижу, с деревяшкой вот так вот закрывается, как двери. И получается, делаешь обзор вот на поле. А там, по идее, там какие-нибудь зайцы прыгают. Ты их шандарашишь потом. Ну, это я так себе, конечно, представляю. А как там на самом деле, я не знаю. Может, там чувак с фоторужьем сидит. Тоже еще вот это слово паразит. Чувак. Ладно. Кс-кс-кс-кс. Такая кошка милая. Я когда-то ее встречал с женой. Мы гуляли, и она шла тут. Милаха такая. Она ручная, мы ее на руки брали. Кс-кс-кс. И сегодня она чуть не настроена. Ты не настроена, дружить, желтоглазик? Да, ну немножко, да, только то. Можешь погладиться и все. Ты по делам куда-то, да, идешь? Важные дела, я смотрю. Или ты кот кастрированный? Что это ты это? Такие там он совершает манипуляции, будто пометки ставят. Коты обычно там и погнали. Ну иди свои глаза покажи желтые. Красотка. Ах ты ж, ё-моё. Или красавчик. Кто ты, фиг его знает. Кс-кс-кс. Так, парень едет на велике. Ладно, я уже почти пришел, мне осталось дойти тут километрик, наверное. Я уже последние 5-6 км шел очень быстро, там в районе 9 минут. Вот, поэтому в самом-самом конце немного подведу итог по статистике ходьбы сегодня, чтобы осталась у меня информация. Так, посмотрел сегодняшнюю прогулку и вышло 3:45 по времени и 17,5 километров по расстоянию. Вот это вот очень похоже на тот приблизительный режим ходовой, который будет у меня на Якобсвег. Поэтому на него и ориентируюсь. Ну, как говорится, дневничок до завтра.